Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Предлагаю вам связать нежный и элегантный джемпер из мягкой пряжи с вискозным шелком. Причем мы будем использовать очень интересный и необычный узор, который я называю бантики. Я и раньше делала мастер-классы подобным узором, но вот именно в этих бантиках есть своя изюминка, то есть они вяжутся немножко по-другому. Я вам сегодня об этом более подробно расскажу и покажу, как вязать. Я нашла, скажем так, отличия в тех бантиках, которые я до этого вязала, и вот в этом узоре есть отличия. Сегодня мы с вами все это освоим и свяжем. Давайте я вам полистаю эту модельку. Моделька подойдет на любой возраст, на любой размер. То есть это вещь, которая, в принципе, будет уместна и на молодой девушке, и на даме постарше. Очень элегантная, как вы видите, такая, знаете, уютная. Еще пряжа такая пушистая, нежная, мягкая, да. Я пряжу прям вот постаралась подобрать, чтобы прям вот очень была на оригинал похожа. Вот, обращаю ваше внимание на вырез горловины. Он тоже связан несколько необычно, со своей изюминкой. Так, вот у нас тут еще такая вот девушка демонстрирует себя в пальтишко. Так, давайте приблизим. Вот здесь очень хорошо виден вырез. Нашла я эту модель в интернете, в одном из брендовых интернет-магазинов. И, в общем, вот посмотрите здесь, как выглядит вырез. Значит, у нас вяжется два ряда, я вижу, резинка 1 на 1, то есть лицевая изнаночная, да. Последний ряд вяжется с накидами, то есть 2 вместе, я так понимаю, лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид. Возможно, я ошибаюсь, и это как-то по-другому вяжется, но иначе я не могу объяснить наличие вот этих отверстий, да, то есть вот этих дырочек. В общем-то, я бы так связала, то есть начала бы 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид. Я бы так вязала, девочки, а вы уж там, как, может быть, свои какие-то дизайнерские способности вам подскажут, как сделать это вырез похожим, да, кто хочет. Я вот делюсь с вами своей идеей вязания такого выреза. Так, давайте дальше полистаем. Вот видите, такой молодежный вариантик. Очень современно, женственно выглядит модель. Причем вот эти вертикальные полосочки, они зрительно будут стройнить фигуру, согласитесь, да, вытягивать, придают стройность. Здесь вот очень хорошо тоже этот вырез виден. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Вот вам приближаю, и узорчик сам тоже. Свободный крой у нас, да, по низу изделия, по рукавчику идет планочка, резинка 1 на 1. И, в общем-то, сразу начинается узор вот этими бантиками. Будем вязать. Узорчик несложный. Могу его открыто рекомендовать девочкам без опыта. Смотрите, когда будете к вырезу горловины подходить, тоже можете воспользоваться идеей дизайнера. Видите, здесь прекращается всякое вязание узором, да, и начинается просто лицевая петля идет на месте нашего бантика, а здесь изнаночная гладь. Вот видите, и то через одну. Смотрите, обращаю внимание. Идет лицевая петля, затем изнаночные петельки, опять лицевая петля,
И, в общем-то, вот здесь по центру лицевая не вывязывается, здесь идет просто изнаночная гладь. В общем, здесь вот как, свои, как говорится, творческие способности подключаем и фонтанируем ими, да, что получается, в общем-то, будет вам доставлять удовольствие. Именно вот этот творческий подход. Так, ну, мои хорошие, полистала, показала. Сегодня в нашем мастер-классе будет разбор прямо с самого начала. Мы будем с вами выбор пряжи, спиц, свяжем узор с вами. Я вам покажу, как его вязать. Потом мы образец распарим, да, сделаем расчет плотности, и далее пойдет расчетная часть, где я вам расскажу и попетельно, сколько чего набираем мы, откуда берутся эти петли, что такое вертикальная плотность, как применить вертикальную эту плотность правильно при вязании. Мы с вами, в общем-то, все это разберем. Будет у нас выкройка. По выкройке буду рассказывать. Рассматриваем сегодня 42, 44 размер, 46, 48, 50, 52. Для вязания этого красивого джемпера я предлагаю пряжу Ярнал Silk Royal 50 грамм, 140 метров. И состав шикарный. 35% вискозный шелк, 65% шерсть мериноса. Цвет у нас беленький, 447. Это турецкая пряжа. Видите, какая немного пушистая ниточка. Шикарно смотрится. Совершенно мягкая, слегка пушится. Совершенно не колется. Обладает таким каким-то красивым блеском, присущий шелку. Да? И вот так смотрится наш с вами узор. Он полотно легкое, воздушное, нежное. И вот такие вот у нас бантики интересненькие здесь вырисовываются. Вот. И я вам расскажу, как их сегодня вязать. Шикарно смотрится, просто завораживает глаз. Это красивая вязка, необычная. Вертикальные полосочки всегда у нас в тренде будут они, потому что визуально вытягивают фигуру. Для вязания будем использовать спицы 3,5. Вот такую выкройку я предлагаю сегодня, девочки, использовать. Ну, это обычно показываем. Конструктивно это выглядит вот таким образом. То есть спинка и полочка, полочек нет. Спинка и перед вяжутся совершенно одинаково. Различие выреза горловины. По спинке здесь не показан вырез, но он тоже будет не глубокий, на 2 сантиметра всего в глубину. Рукав у нас спущенный. Очень простая конструкция. Скоса плеча я не делала. Я не увидела его в оригинале. У нас по низу идет планка на 6 сантиметров. Но все эти детали мы с вами будем обсуждать чуть позже, после связанного образца. В результате всех наших рассуждений появляется вот такой расчет. То есть я эту инструкцию составляю на основе нашего расчета и все это дело размещаю под видео. Это описание для вашего удобства я размещаю, девочки, под видео. Поэтому зачитывать я здесь все это не буду. Здесь все подробнейшим образом рассказана вся последовательность вашего вязания по спинке, по переду и так далее, по рукавчику. Вот. Как расположить узоры, я тоже рассказываю в сегодняшнем видео. Здесь я пишу «Продолжить работу узором», распределяю петли по видео МК. Я схематично рисую вам в расчетной части, как располагаем узоры. Так, ну а сейчас давайте приступим к вязанию образца. Для вязания образца я набрала 29 петель. И сейчас мы с вами свяжем. Раппорт узора составляет, получается, 4 петли и 6 рядов. Вяжем с вами раппорт узора. У меня получилось 6 раппортов, 3 петли для симметрии и 2 кромочные. Итак, первый ряд. Кромочную сняли. Для симметрии вяжем 3 изнаночные. Теперь начинаем вязать раппорт узора, который состоит из 4 петель. Первая петля у нас лицевая, 3 изнаночные. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем лицевая, 3 изнаночные.
Повторяем раппорт. Лицевая, 3 изнаночные. Лицевая, 3 изнаночные. Лицевая, 3 изнаночные. Лицевая, 3 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Связали первый ряд. Переворачиваем. Второй ряд считается изнаночным рядом. Вяжем следующим образом. Первую петлю снимаем. 3 лицевые вяжем. 1, 2, 3. Делаем накид. Петлю снимаем, не провязывая. Раппорт связали. Второй раппорт вяжем также. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Петлю снимаем, не провязывая. Снова 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. Петлю снимаем, не провязывая. Следующий раппорт вяжем. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид снимаем. Накид. Петлю снимаем, не провязывая. Следующий раппорт. 3 лицевые. Накид. Петлю снимаем, не провязывая. Следующий раппорт. 1, 2, 3 лицевые. Накид. Петлю снимаем, не провязывая. 3 лицевые. Это уже петли для симметрии были. 3 лицевые. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем. Третий ряд. Вяжем. Первая кромочная. 3 изнаночные для симметрии. Вяжем раппорт узора. Накид. Петлю с предыдущим накидом снимаем, не провязывая. 3 изнаночные. Снова второй раппорт. Накид. Петлю с накидом снимаем, не провязывая. 3 изнаночные. Следующий раппорт. Накид. Петлю с накидом снимаем, не провязывая. 3 изнаночные. И так вяжем до конца. Накид, снимаем, 3 изнаночные. Накид, снимаем, 3 изнаночные. Накид, снимаем, 3 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Связали третий ряд. Переворачиваем. Четвертый ряд вяжем. Четвертый — это изнаночный ряд. Вяжем раппорт узора. 3 лицевые. Накид. Все, что у нас на спице. Петлю с 2 накидами снимаем, не провязывая. Связали первый раппорт. Второй вяжем 3 лицевые. Накид. Петлю с 2 накидами снимаем, не провязывая. Третий раппорт. 3 лицевые. Накид. Петлю с 2 накидами снимаем, не провязывая. И так далее. 3 лицевые. Накид. Снимаем. Снова 3 лицевые. Накид. Снимаем. Не затягиваем вязание. Снова 3 лицевые. Накид. Снимаем. И для симметрии 3 лицевые остались в конце ряда. Кромочные, изнаночные. Переворачиваем. Пятый ряд. Пятый ряд вяжем. Кромочную снимаем. 3 изнаночные для симметрии. Раппорт узора. Делаем накид. Петлю с 3 накидами снимаем, не провязывая, 3 изнаночные. Снова делаем накид. Петлю с 3 накидами снимаем, не провязывая, 3 изнаночные. Накид. Петлю снимаем с 3 накидами, не провязывая, 3 изнаночные. Накид. Петлю снимаем с накидами, 3 изнаночные. Вяжем так до конца ряда. Три изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Переворачиваем. Последний
6-й ряд, последний ряд у нас в раппорте. Самый сейчас будет интересный. Итак, кромочную сняли, вяжем 3 лицевые. 1, 2, 3. И там, где у нас с вами петля с множеством, с 4 накидами, вяжем все вместе одной изнаночной. Вот таким образом. Все, раппорт связан. Следующий раппорт вяжем 3 лицевые, изнаночная. Снова 3 лицевые. Все одной изнаночной провязываем, накиды и петлю. Все вместе. Снова 3 лицевые, накид. Ой, вернее изнаночная. Все провязываем, все накиды с петлей вместе одной изнаночной. 3 лицевые, провязываем все одной изнаночной. Все 4 накида с петлей вместе. 3 лицевые, 1 изнаночная. И осталось для симметрии 3 лицевые. Кромочная тоже изнаночная. Раппорт связан. И повтор идет с 1-го ряда, девочки. Вот такой легкий узор, в принципе, ничего сложного, справится даже начинающая мастерица. Я советую вам для вязания образца потренироваться этот узор самостоятельно. Сейчас высоту связать. Я тоже сейчас свяжу немножечко, чтобы он был такой поквадратней. Вот. И, в общем-то, посчитаем с вами плотность. Делаем влажную тепловую обработку нашего образца горячим паром. Тянем его по вертикали, по горизонтали. Активно тянем во влажном состоянии. Это очень важный момент. Он нам нужен для расчета плотности. На крайние петли тоже обращаем внимание, их надо расправить. Кромочные принимают участие. Еще разочек. Мощненько обдадим и тянем. Он должен быть реально вытянут, потому что после стирки наш образец, после стирки наше изделие обязательно будет растянуто в длину, обязательно. Итак, все, оставили сохнуть. Итак, наш образец высох, и мы приступаем к расчету плотности вязания. Смотрите, берем наш образец, на ровную поверхность укладываем и измеряем его ширину. У меня 16,5 сантиметров. В раппорте в полотне у нас 29 петель я набирала. Надо разделить на 16,5 сантиметров. Мы получим циферку 1,75. Это есть наша плотность, которую мы запишем. Вот здесь в 1 сантиметре 1,75 петель. Давайте посчитаем вертикальную плотность. Также берем наш образец, лежит он, да, ровненько. Мы измеряем его высоту. Итак, это 13 сантиметров. У меня 33 ряда. В узоре 33. Нет, даже 34, девочки. 34 ряда. И разделить на 13 сантиметров. Получается 2,6 плотность по вертикали. Запишем, что в 1 сантиметре у нас 2,6 ряда. Все, с этими цифрами отправляемся за расчетами. Итак, девочки, для нашего джемпера я предлагаю использовать вот такую выкройку. Эта выкройка у меня часто используется. Свободный крой, спущенный рукав. В общем, простейшая, элементарнейшая выкройка. Спинка перед вяжется одинаково. Различие только в вырезе горловины. Мы будем с вами рассматривать размер 42, 44, 46, 48, 50, 52. Ширина спинки переда для размера 42, 44, 50 сантиметров. И в петельном эквиваленте это 89 петель. Размер 46, 48
Ширина спинки переда 55 сантиметров. И в петель эквиваленте это 97 петель. Размер 50-52, ширина спинки и переда будет у нас 60 сантиметров, и в петельном эквиваленте это 105 петель. Откуда я взяла эти петли? Рассказываю, как считала. Вот 50 сантиметров у нас ширина, да, первый размер. 50 сантиметров надо умножить на плотность, которую мы с вами посчитали по горизонтали. 1,75. Получается вот наши 87 петель, как я и говорила. И также я считала для других размеров. Далее, как располагаем узоры? Ну, вы знаете, что раппорт узора у нас составляет с вами 4 петли всего. Плюс 3 петли мы делали крайне правые для симметрии, когда вязали узор. С них и начинали. Плюс 2 кромочные должны быть. Поэтому расположение узоров будет следующее. Мы с вами посередине размещаем 21 раппорт из 4 петель. Это первый размер. 3 петли у нас идут изнаночные впереди. Ну и кромочные справа, кромочные слева. 21 раппорт из 4 петель. Начинаем вязать кромочные, 3 изнаночные, 21 раппорт подряд, кромочные. Все. В сумме это 89 петель. Так, второй размер у нас идет шириной спинки 55 сантиметров. Здесь как распределяем 97 петель у нас, и это 23 раппорта. Считаем. 23 раппорта умножаем с вами на 4 петли. Это число петель в раппорте. Это 92 петли. Плюс 3 петли для симметрии. Плюс 2 кромочные. Вот наши 97 петель. Откуда взялись? Понятно, да? То есть расположение узоров точно такое же, только после 3 изнаночных у нас 23 раппорта. Это был второй размер. 46-48. Размер 50-52. Это 25 раппортов. Давайте посчитаем. 25 раппортов умножить на 4 петли. Это 100 петель. Плюс 3 петли для симметрии. Плюс 2 кромочные. 105 петель. Ширина спинки и переда 60 сантиметров. И расположение узоров точно такое же, только здесь 25 раппортов. Все. Спинку перед вяжете одинаково. Теперь хочу обратить ваше внимание на вырез горловины и плечо. Вырез горловины у нас будет с вами в петельном эквиваленте первый размер 33 петли, второй размер 35 петель, третий 37 петель. Как считала, смотрите, стоит мерка 19 сантиметров вырез горловины. 19 сантиметров умножаем на плотность по горизонтали 1,75. Получается число 33. Демонстрирую. 19 умножить на 1,75, 33 петли. Для второго размера 35, также я получила, и 37 для третьего. Все, что осталось, это петли плеч. 28 петель, 31, 34. Все это будет изложено, девочки, в описании. То есть сколько петель набрать, как расположить узоры, да? Сколько петель придется на вырез горловины, как скруглить вырез горловины. Глубина его 2 сантиметра по спинке. Вот, пройма будет, высота проймы, это первый размер 19, второй размер 20, третий 21 сантиметр. Обязательно, девочки, используйте вертикальную плотность, мы ее тоже считали, у нас в 1 сантиметре 2,6 ряда умещается, и все сантиметры, пожалуйста, умножайте на это число и переводите в ряды ваше описание.
обязательно вяжите рядами, считайте ряды, а не сантиметрами измеряйте. Это неправильный подход. Если будете измерять сантиметрами, после стирки может так получиться, что изделие слишком будет длинным, слишком вытянется, все растянется, и, в общем-то, труд будет напрасен. Да? Чтобы этого не произошло, пожалуйста, используйте вертикальную плотность, которую мы с вами сегодня считали. Даже если вы берете другую пряжу, обязательно вяжите образец и считайте плотность для своего образца. И потом его применяйте аналогично тому, как я вам сейчас рассказала. То есть умножайте любой горизонтальный размер вот по ширине на плотность по горизонтали. Получаете петли. Любой вертикальный размер умножаете на плотность по вертикали. Получаете ряды. Вяжите ряды, вяжите петли. Очень простой алгоритм вязания, согласитесь. Давайте перейдем к рукаву. У рукавчика по низу на все размеры я сделала 49 петель. Если считаете, что на маленький размер это слишком много, сделайте поменьше петель. Но в последнем изнаночном ряду после планки, здесь у нас везде планка вяжется резиночкой 1 на 1. Все детали вяжутся, естественно, снизу вверх. Я об этом не сказала, но это очевидно, да, я же начинаю всегда объяснять. Так, снизу вверх, и в последнем изнаночном ряду планки надо резко сделать прибавочку. По-моему, там 12 петель, равномерно их прибавите и перейдете на вязание узора. 61 петля, это 14 раппортов по центру, 3 изнаночные, как всегда у нас крайне правые для симметрии, и 2 кромочные. Вот в сумме 61 петля. Перешли на узор, вяжите, вяжите, делайте прибавки по скосу. Скос. Здесь тоже надо не забывать о том, что у нас есть высота скоса, которую надо перевести в ряды. Я это сделала. Вот 40,5 сантиметров. В моем случае общая длина рукава составляет 46,5 сантиметров. Да? Но от планки идет расчет скоса. Поэтому я вычла 6 сантиметров из этого числа. Получилось 40,5 сантиметров. Умножил на плотность 2,6. Получилось 106 рядов. И далее у меня тоже по плотности уже рассчитана была самая широкая часть рукавчика. Для первого размера 67 петель, второго 71 петля, третьего 73 петли. Вот. И, соответственно, из большего числа я вычла меньше, и то, что осталось в разнице, поделила на 2. Получилось вот 3 петли, первый размер, 5 петель надо прибавить по скосу, 6 петель для третьего размера. Как делаем прибавки? Их тоже надо делать равномерно. Мы 106 рядов делим на 3 в первом случае. Получается прибавка в каждом 35 ряду. Прибавки делаются одновременно с двух сторон, да, и симметрично зеркалятся. Следующий размер 5 прибавок надо сделать в каждом 21 ряду и 6 прибавок третий размер в каждом 17 ряду. Прибавили и на высоте 106 рядов закрыли все петли. У вас должно получиться 67 первый размер, 71 петля второй, 73 петли третий размер. Все. В принципе, все на этом. Затем у вас идет сборка изделия. Вы должны сшить все детали и по вырезу горловины поднять петельки для вязания планки. Планка вяжется на кругловых спицах. Вот. И здесь тоже своя особенность. Вы, наверное, заметили, что планочка такая интересненькая, да? То есть вы вяжете первый ряд резиночкой, второй ряд резиночкой 1 на 1, а вот в третьем ряду делаете так, что вяжете 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой, накид, а в четвертом ряду петли все закрываются. Вот и все. Получится у вас такая красивая, интересная планочка. Как вы там видели, она с дырочками. Оригинальное решение дизайнер придумал. Но вы, если вам не нравится такой вариант отделки, выреза горловины, вы можете сделать любой свой вариант, хоть крючком обвязать, хоть
сделать резиночку 1 на 1, так же как по низу и по рукавчику, то есть изделия. То есть здесь, пожалуйста, включайте свою фантазию. Я вообще всегда за то, чтобы в каждое изделие принести свое что-то, свою изюминку. Я не люблю тупое повторение, да, я всегда стараюсь что-то нафантазировать, даже в каких-то брендовых вещах, не тупо повторить все, а что-то там свое привнести. Мне это доставляет, девочки, эстетическое удовольствие. Я не знаю, мне кажется, у каждой вязальщицы, если есть творческий какой-то подход к своему изделию, да, к тому, что она вкладывает в это изделие, не просто чисто механическая какая-то работа, удовольствие доставляет именно, вы радуетесь плодам своего труда, тому, что вы сумели что-то красивое создать, да, то есть вот этот вот творческий процесс, это, наверное, самое-самое главное в том, когда мы занимаемся вязанием. Вот. Поэтому привносите свой творческий процесс, пожалуйста, это только я за всеми двумя руками. А сейчас я желаю вам, мои хорошие, удачи, чтобы все у вас получилось, все связалось, и до новых встреч!